Ну что, друзья, вот и наступил тот долгожданный момент, когда я могу сказать словами великого поэта и музыканта: я ждал это время, и вот это время пришло. Все, я отправляюсь в свое мотопутешествие. Время сейчас, сегодня 31 мая, 4 часа утра, общий пробег 56 800. Очень хорошо. Вот, не буду вас томить долгими проводами. Поехали! С Богом! Вот такая, в общем, у меня берлога. Так вот, такая каюта. Но, судя по всему, каюта это четырехместная. Вот, здесь две кровати и здесь две. Вот, но у меня одноместный номер. Здесь, значит, душ. Ну, все, в принципе, нормально. Вот. Шкафчик здесь такой, в общем, ну и все. Вот, стоит это, значит, где-то 320 евро с мотоциклом. Но я вам скажу, я сейчас ходил, посмотрел, думаю, там, где кресло, может быть, там где-то там в столовой там лечь. Ну, сейчас там народу, и, короче, все как попало валяются. Я здесь спал спал здесь как король. Лег, все, уснул, и замечательно. Свет выключил. Вот, и классно. Комфорт есть комфорт. Вот, я просто это к тому, что на обратную дорогу я думал, может быть, не тратить столько денег, а взять вот чисто просто кресло купить. Вот, но, в общем-то, судя по всему, выспаться не получится. И как бы потом ехать смысла нет. Я думаю, что каюту надо будет покупать. Это мы посмотрим, как будет тут. Тут сейчас я перетусовываю немножко вещи. Вот такая рубаха со штанами. В общем, решил это оставить здесь. Короче, что у меня тут? Одна футболка, вторая футболка, третья футболка. 3 футболки, еще и рубаху я взял. Поэтому думаю, это все лишнее. И я вчера померил это. Это я, короче, купил на китайском сайте, на AliExpress какая-то. Вот. И вчера одел, померил. Что-то я выгляжу как гугин какой-то в них. Я так посмотрел, я не пойду. Куда в ней идти? Я специально взял такую легенькую, думаю, для юга, но ладно, останусь так в классике. Футболка, шорты, ну и все. Вот. Просто у меня место впритык. Получается, я сейчас... функционные веши, вот это. В общем, с себя теплые вещи снял, и все, и меня впритык некуда уже засунуть, надо что-то вытаскивать. Вот, поэтому сейчас я вот эту сумочку пересортирую, вот, и покажу вам корабль. Ну, надо сказать, не так холодно. Ветер, конечно, я шапочку снял, а то я уже один раз потерял. Вот, поэтому второй раз не хочется. Не знаю, правда, слышно что-то в микрофон или нет. Ну вот.
Как вам ветерок? Капец. Но ветер не холодный. Такой, ну, не теплый, конечно, но, в принципе, как бы... Сейчас я, короче, собираю все вещи, готовлюсь. Я думаю, еще мы будем идти, если в 6 часов. Сейчас время 11. Ё-моё. Еще, короче, 6 часов будем фигачить. Вот. Но я все приберу, сейчас поем булочку. Я вчера тут ходил на ужин. Внутри я не буду снимать. Во-первых, люди ходят кругом. Мне не хочется доставлять неудобства людям. Вот, поэтому как бы и самому неудобно. Вот. Там ничего интересного. В общем, зал, кресло, там столовая так неплохая была. В общем, вчера я плотненько так покушал, рыбу взял, вот взял эти чевапчичи с хлебом. В общем, ну, вышло где-то у меня 35 евро. Бананчик взял, ну и все, и воды. Вот. Вот. Но я еще вот как раз булочки вот эти взял с чевапчичи. Вот. Сейчас буквально вот пообедаю с колой. Кстати, сегодня благословенная суббота, и буквально вчера вечером я загрузился на паром, и началась суббота, и у меня сегодня полностью день отдыха. Вот, я отдыхаю, сейчас буду лежать, думать, размышлять. В общем, ну, так, в общем, все. Чао! Ну что, все, добро пожаловать в Грецию. Да, когда здесь дождик идет, ё-моё. Но она не должна быть скользкая, но все-таки. Так, я сейчас, правда, не знаю, куда ехать. Вырвался вперед. Вот за этим бусником поеду. Так, ну что, друзья, вот он, этот паром, на котором я пришел в этот порт, в этот городок греческий, который носит такое очень красивое название — Игуменица. Я вот подумал, интересно, в православной России есть такой город с названием Игуменья, например? Надо будет посмотреть. Ну, что-то я не слышал. Так, сейчас я задал буквально тут точку на море. Пляж на море. Вот, может быть, там будет место остановиться. И дальше еще и есть кемпинг. Красота. Греция. Итак, Греция. Второй день путешествия всего лишь. Вторые сутки подходят к концу. Вот. Ну, сейчас мы доберемся до точки. И там уже посмотрим, что это вот тут. Алами. Сейчас заскочу сюда, посмотрю. Охота проехать еще, но время уже 7 час. Поэтому смысла нет. Лучше пораньше встать, отдохнуть. Хотя я нифига не устал. Отдыхать уже устал. Ну, сейчас посмотрим. Ну что, друзья, вот подходит к концу второй день путешествия. Я остановился на таком кемпинге чудесном. Вот, посмотрите, какое небо. Вот, там море. Вот. Палаточка. Не стал я далеко двигаться, так как мне, в принципе, буквально с Игуменицы тут начинается трасса, выходит автобан и в сторону, в общем, Стамбула, в сторону Турции. Вот, поэтому я сейчас приготовлю себе ужин, покушаю, лягу спать, утром встану, попью кофе, соберусь и уже тогда поеду. Ну, в общем-то, завтра уже будет такой более-менее день, похожий на путешествие. Пока только так, на туризм такой. Вот. Самое главное, замечательная погода, хорошее настроение. Что еще нужно для путешествия? Мотоцикл. Все в порядке. Вот. Вот сейчас буду варить гречку. Вот. Купил такой кефир. Судя по всему, йогурт, наверное. Или со вкусом какой-то. Вот. Ну и все.
Это все, что я купил, мне нужно скушать, потому что у меня нету никакого вообще запасного места. И, в общем, надо немножко... Я еще тут подумал, наверное, выкину еще одну футболку. Оставлю 2 футболки, и мне достаточно будет. Вот. Потихонечку так, избавляясь от лишних вещей. Что? Доброе утро, друзья. Все. Я выписался с этого кемпинга и теперь фигачу дальше. Короче, долго-долго собирался. Это сколько сейчас? 8-9. Ну, почти 2 часа. Вроде все упаковал. Начал сейчас назад заталкивать. Что-то не помню. То ли здесь палатка была, то ли там. Короче, пришлось опять все пересортировывать. Ну, это как обычно. Так что это нормально. В общем, сейчас я выдвигаюсь в сторону турецкой границы. Вот. Короче говоря, до кемпинга на турецкой границе, уже после границы, в Турции где-то порядка тоже 800 километров, 770 так. Вот, я думаю, что я не доеду. Вот, ну, посмотрим, короче, как. Если спал я плохо, потому что тут вот дорога рядом, кемпинг рядом, и постоянно эти, то мотоциклисты эти, елки, повытаскивают все из трубы выхлопной. Тут еще подъем. Вот. Потом, ну и так, в общем-то, пока это самое, привык к этому спальнику, все не так. Короче, нифига не спал. Я думаю, что поэтому после обеда меня начнет рубить просто в сон. И я думаю, что надо будет где-то после обеда смотреть, где можно будет остановиться. Так, друзья, в общем, вот я здесь нашел такое местечко. Вот, видите, море. Замечательно. Тут такой берег. В эту сторону, теперь в эту сторону. Вот, за мной там дома. Тут какие-то сооружения. Я вот сижу и не знаю, то ли это можно здесь стоять, то ли нельзя. То ли, может, это какой-то там приватный берег для этих домов. Вот тут были люди, они сейчас все, я посмотрел, они все пошли в эти дома. Вот, наверное, эти дома снимают для того, чтобы отдыхать. Вот. В общем, не знаю, я пока не рискую ставить палатку. Вот, подожду, когда начнет темнеть, может, тогда быстренько поставлю палатку и завалюсь спать. Вот. Это Греция. Вот, немножко сегодня 36 градусов ехал, елки-палки, уже что-то притомился и решил, ну, проехал где-то порядка 400 километров, вот, не больше. Ну, все по автобану. Вот, поэтому устрою сегодня отдых чуть-чуть пораньше. Вот. А завтра уже тогда, надеюсь, пересеку границу с Турцией. Вот, я тут немножко прошелся по берегу и нашел вот такое место. Вот. Такая полянка. И я сюда сейчас подъеду и здесь оставлюсь. А я на самом деле стою вон там как бы прям на этом, на виду. И как-то не очень уютно. Сидишь как на этой, на какой-то опушке.
Вот, поэтому я сейчас сюда прокачусь и здесь встану, и сразу можно поставить палатку, ее здесь вообще не видно. Поэтому я думаю, это будет идеально. Можно сразу уже готовиться, чай поставить, то 5-10. Друзья, ну вот я переехал на новое место, шикарнейшее место. Я там посидел, подумал, прошелся по пляжу, посмотрел. Вот, и нашел такое уютненькое место. Вот я уже поставил домик. Сейчас ветер уже стихает, и сейчас солнце только немножечко еще так к горизонту склонится. Я тогда поставлю чайку. Вот, чайку надо попить. Вот, и, кстати, вот сейчас могу показать вот такой домик. Вот, в этом году я купил такую, значит, как она, даже не знаю, как ее назвать, такую вот тканевую подложку. Ну, я просто взял ее специально, ну, примерно по размеру, не к этой палатке. Вот, удобная вещь. Видите, как здесь красиво получилось. Вообще шикарно. Вот она полностью идет до конца палатки, отсюда. Вот, если дождь пойдет, можно эти края туда вовнутрь загнуть. Вот, отлично, потому что в этом году я без шкуры езжу. Вот, а тут у меня получается вот этот самонадувающийся матрас. Он, чтобы не проткнуть дно, через дно иголка можно проткнуть этот матрас, и тогда каюк. Вот, поэтому пришлось покупать вот эту штуку. Вот, вчера я первый раз ее использовал. Вот, и поэтому вчера было немножечко подольше. Немножечко подольше с установкой, а сегодня я уже так раз-раз быстренько просто поставил. Вот, не знаю, как тут с законами в Греции. Вот, но я думаю, что греки народ такой свободолюбивый, в меру, так скажем, пофигисты. Вот, поэтому я думаю, что все нормально. Вот, там вот люди выходят, там вон идут. Здесь люди прошли, я не знаю откуда они. Вот, поэтому я, наверное, сейчас еще раз искупнусь. А может быть, даже приму такую ночную ванну. Друзья, доброе утро. Тихое, безмятежное, прекрасное утро. Кроме одного «но». Муха. Вон она сидит. Не дает спать. Но я тут лежу, наблюдаю за этой мухой. Удивительное создание. Летает, ползает, перемещается. Еще так подумал, какой нафиг... Сейчас вот есть дроны, да. Какой нафиг дрон? Это не сравнить. Вон она. С дроном. Но самое-то удивительное, то, что она живая. Именно вот такое свойство. Живая муха. Вот ученые там, кстати, исследовали насекомые таких вот размеров. Для них уже воздух становится примерно как жидкость. Вот поэтому они крыльями не так машут, а как будто они плывут. Вот так вот у них. Потому что они так не могут. Потому что воздух очень плотный. Вот. Поразительно. Вот. Удивляешься просто нашему создателю, создавшего такой мир. Вот еще какая-то ползет. Совсем другая. Тоже живая. По своим делам куда-то. Вот у каждого есть свои дела. Вот у меня тоже на сегодняшний день есть дела. Вот я сейчас вам покажу, что там снаружи. Так. А? Как вам? Красота. Просто красота. О! А?
домик. Вот, проснулся, и шикарная погода. А? Здорово, море. Не то, что проснешься, прислушаешься, дождь идет. Да ё-моё. Короче, торопиться не буду, понаслаждаюсь немножко погодой, местом. Схожу, булькнусь, освежусь маленько. Кофе сделаю, соберусь и поеду. У меня сегодня там 350 километров до следующей точки по хорошей дороге. Ну и главное пройти границу, конечно. Да, кстати, я вот термобелье у меня такое, вот из такого материала. Вот. Это уже второй комплект я покупаю из этого материала. И скажу вам, действительно шикарный. Тебе не холодно, не жарко. В общем, очень здорово. То есть, по-моему, ни один материал так не справляется вот, с комфортным ощущением, как вот этот. Я вот думаю, в соленой воде можно зубы чистить? У меня воды нет пресной, поэтому только на чай осталось. Оп. Хе-хе. Это порошок стиральный, елки. Ты сейчас почистишь. Ёшкин кот. Так продезинфицирую, что зубы повыпадают. Ну, пойдем. О, ну вода не холодная, конечно. Но с утра бодрит. Ха-ха. Ну, честно сказать, нормально. Вкус, о, какое-то там животное. Не знаю, видно, нет, с камеры. Вон там на камне сидят. 2 штуки. О, да они везде сидят, ё-моё. Куда ни глянь, везде жизнь. Везде. Здорово. Есть, правда, такие свиноподобные люди, которые несут только смерть. Ё-моё, это что, морской еж? Точно. Вон он, черный. Ёлки-палки, наступишь на него. Или босиком. Ну, с Богом. Что скажете, друзья? Классное местечко нашел, а? Все, отлично. Освежился. Сейчас потихонечку будем собираться. Сначала кофе попьем. Я предусмотрительно вчера оставил на кофе. И еще один важнейший ингредиент для утреннего кофе. Я запечатал всякий пожарный. То если это вытечет, то будет капец, конечно. Но пока сухо все. О! Хе-хе. Так, присосалась. Сгущеночка. А? Че, первую ложку в рот, что ли? Вот, ну вы понимаете, да, что это берег моря, море там. Вот. Я тоже хочу полюбоваться, поэтому уж извиняйте. Вот. О, я не знаю. Конечно, я понимаю, что есть еще более прекрасные какие-то чувства, но это тоже чудесно. В данный момент, в
данной ситуации это топ. Так, в общем, я тут такой мотель нашел, но я его заранее забил. Вот, думал, он не работает, но нет. Все четко, получил комнату. Ну что, друзья, все. Все. Села батарейка. Короче, я нахожусь в Турции, уже в Турции, и вот сегодня я тоже практически ничего не снимал, потому что, ну что там, автобан. В общем, с того места, где я ночевал, в палаточке на берегу моря, я выехал, и у меня стояла здесь точка, вот, кстати, вот сейчас покажу. Вот у меня здесь было два вот вагончик тут стоит, это был такой то ли кемпинг, то ли мотель, называется мотель. Вот, и здесь я поставил еще флажок на всякий случай вдруг попытаться там заночевать. Вот, но мне уже хватило пока. Надо привести себя в порядок, зарядить все гаджеты и так далее. И все. Вот, замечательный такой номер. Вот сейчас покажу. Вот такой номерок. Здесь просторненький такой туалет. Вот туалет, раковина, там душ. Вот, я уже сходил под душ быстро, потому что я там на погранпереходе чуть уже в обморок не упал. Жара. Там же, медленно идет. Хотя надо отдать должное туркам, просто у них в таможне работает шикарно. Вот я который раз сталкиваюсь, и просто раз. Где-то затык какой-то, они раз вторую очередь там открывают. В общем, четко. Машин практически не было там, буквально там 5 штук, может быть. Вот. Но так все равно это пока там туда-сюда, пускай полчаса я потерял, да, на все про все. Но жара 36, уже голова уже кружится, я уже куртку снял, эту снял, шлем снял, все на мотоцикл сгрузил, ехал так без шлема, без всего. Мне там этот что-то там говорил, я уже потом подумал, я не понял, он по-английски мне, по-турецки. Я говорю, ничего не понимаю. Он такой, давай, документы.
Может быть, я уже потом подумал, что он сказал, ты что тут без шлема рассекаешь по территории, а там территория большая. Вот, такой, значит, номерок. Это мотель, называется мотель, расположен на берегу моря. Сейчас я вот выйду. Вот. Крайняя комната у меня. Оттуда вот так я приехал сюда. Там где-то мой мотоцикл стоит, он там. Здесь вот такие номера. Там дальше кухня. Вот. Шикарно. Я вам скажу. Вот. А стоит это удовольствие 1000 лир. 1000 лир это 29 евро. Вот. Я уже заплатил, пошел. Потому что я ему объяснял, говорю, так, у меня денег-то нет турецких. Я говорю, тут такое захолустье, я думаю, вдруг карта не пойдет. Я говорю, а евро заплачу? Ну, а евро типа не идет туда-сюда. Я говорю, ну, завтра. Короче говоря, он что-то пугался. Тут никого нету. По-моему, вообще никого нету. Я один, наверное, как обычно. Вот. Нахожу такие места, где никто не селится. Да, какая разница. Вот. Поэтому в 7 часов будет ужин. Я есть хочу, как, не знаю. Сегодня ничего не ел. Я вот утром выпил кофе и фигачил. На заправке там заправился. Какой-то вонючий бензин опять. Еще думаю, в Греции заправлюсь. Ну, какой-то вонючий. Ненормально пахнет. Вот. Еще наливал, он выплеснулось. И там у меня бутылка с водой висит. На эту бутылку с водой. А бутылка висит около радиатора. Я на таможню, когда заехал, достал эту бутылку, пью, фу, она бензином пахнет. И, короче говоря, горячая вода. Ну, главное, что это жидкость, вода. Вот стою, у меня уже это, потом в тенек так зашел, маленько легче, все. Ну и все, таможню прошел, выехал, на кемпинг задал, гляжу, у меня показывает, значит, сколько? По-моему, 80 или 70 километров. Я думаю, где опять останавливаться, что-то паузы делать. Думаю, пофигачу. Тут, думаю, может, здесь еще надо искать где-то что-то. Вот. Ну вот, заехал, парень там вышел, турок молодой один, там спит, сейчас сидит. Вот. Поэтому, у меня сухарики есть, не сухарики эти. Вот. Воду я купил. Ну все, сейчас отдохну. Все это подзаряжусь и вечером поужинаю и завалюсь спать. И надо постираться, там кое-какие вещи. А, да, еще, значит, ехал я по греческой автобану, смотрю, мотоциклист стоит. Ну, я подъехал на Кавасаки Зефир 1100. Был у меня когда-то такой классный. Бензин кончился, короче, у парня. Кончился бензин. И я говорю, заправка там совсем рядом. Ну, понятно, что как. Что, бросать, идти туда. Ну, я думаю так. Ну, короче говоря, это, говорю, шланчик был бы. А у меня шланчик всегда я с собой возил. Когда заливал в эту бутылочку для горелки. У меня бутылочка была для горелки, я ее возил, когда кофры были. Вот. А сейчас кофры нету, лишнее вообще не берешь ничего. Вот. И поэтому бутылочку не стал брать, только газ и шланчик этот выкинул. Хотя вот понадобился. Надо будет его все-таки положить, маленький шланчик. Потому что даже если у меня кончится, вот так подъедет кто-то и все. Ну, он там вытянул шланчик. Я говорю, поищи, у тебя, может быть, есть где-то. Он точно полез куда-то, видать, там, я не знаю, может, с воздухана или откуда у него там. В общем, вытянул такой кусочек. Бутылочка у него была, раз. Залили, и все. Он завели, и он поехал. Там буквально следующий съезд и заправка. Я думаю, доехал. Я уже потом подумал, надо было 2 ему. Вот, ну и хватит, там все равно, там под горку докатится. Вот. Ну, все. Вот, завтра будет еще у меня день прогона. Я даже не знаю, цеплять камеру или нет.
что-то эту дорогу тут смотреть не особо ничего интересного. Вот. И тогда завтра я еду в город Дидим, и буквально перед городом, там в километрах, наверное, 10, вот, тоже такой кемпинг нашел. Вот там я заселюсь, и тогда уже на следующий день я поеду уже, вот, ради чего, в принципе, как бы вот первая точка, первая цель моего путешествия, одна из этих точек, первая. Вот. Но это увидите чуть попозже.